Ну вот, друзья, показываю свою кладовку. Кладовка в обычной многоэтажке. Температура около 30 градусов. Вот огурцы прошлогодние стоят. Вот они, все чистейшие. И вот огурцы позапрошлогодние еще остались. Тоже рассол чистейший. Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы делаем бочковые огурцы на зиму. Это уже будет 4-й ролик одного и того же рецепта. Просто опять накопилась масса вопросов. И с учетом вопросов и пожеланий этот ролик будет максимально емкий. На него я уже отвечать на вопросы не буду, потому что все вопросы были в предыдущем ролике. И мне там было много высказываний, что ролик длинный. Потому этот ролик короткий, но здесь я ни на какие вопросы не отвечаю. Если кому-то что-то интересно, более в расширенном варианте, то смотрите предыдущий ролик по этому же рецепту. Сейчас я покажу, что я подготовил для этой партии огурцов. Заранее я уже вот нарвал листьев. Здесь у меня дубовые листья и вишневые листья. Также обязательно нужен чеснок. Это прям такая неотъемлемая часть. Чеснок и укроп. Вот все, что по-хорошему нужно для этих огурцов. Все остальные травы, это уже, конечно, по желанию. Если есть хрен, возьмите хрен, потому что он очень хороший дает вкус. Также, вот я еще взял острогон. Это тархун. Его тоже используют при засолке огурцов. Перец острый. Люди спрашивают, можно без него, нельзя. Можно и без него вообще, кто не любит острое, у кого там с желудком проблемы. Я себе беру обязательно, потому что я остренькие огурцы люблю, вообще острое все люблю. Поэтому перец я использую. Ну и соль, вот обычная каменная соль, помол номер 1, ничего, не йодированная, самая обычная магазинная соль, самая дешевая. Огурцы я высыпаю вот такой вот. Бак у меня есть. Здесь у меня 16,5 килограмм. Ну и заливаю все это холодной водой. Ну вот, друзья, пока огурцы замачивались, я порезал хрен, чисто корни порезал отдельно. Отдельно порезал листики. Тархун. Потому что целыми листьями раскладывать мне лично неудобно. А вы делаете как хотите, как вы привыкли. И теперь второй важный этап. Растворяем соль. На 10 литров воды килограмм соли. Вот я взял целую пачку соли. Здесь у меня уже 10 литров воды. Вода обычная с крана. Если у вас есть возможность набрать какую-то хорошую колодезную, ключевую, там с горной речки, откуда угодно. В общем, нужна любая хорошая вода, которая для вас является питьевой. И хорошо размешиваю. Этот рассол перенасыщенный, потому что многие удивляются, почему соли много. Потому что это совсем другой рецепт, не такой, как вы привыкли. Здесь изначально огурцы пересаливаются. Ну и все, соль растворяем до полного растворения. Соль у меня растворилась. Ну и теперь все делается очень просто. Начинаем заполнять банки для консервации. Банки пойдут любые. Стерилизовать их не надо, просто хорошо помыть. Потому что это все в любом случае не стерилизованное. Поэтому нет смысла банки там выпаривать. Специи берите те, которые вы любите, к которым вы привыкли. Не нужно только добавлять горчицу, потому что она может угнетать развитие молочнокислых бактерий. Ну и что-то тоже типа этого не надо класть сильно агрессивное. Плюс не надо класть всякие там аспирины или еще что-нибудь. Уксус добавлять, сахар добавлять не надо. Вы сахаром только возбудите еще больше брожения.
Поэтому ничего от себя больше не докладывайте. А вот травы и специи кладите те, которые вам нравятся. Ну, начинаем. Вот перчик. Сразу вот тут несколько штучек. Чесночок. Я вот кладу сразу вот корень хрена. Что он очень хороший привкус дает. Листья хрена. Тоже сюда же. Вот у меня листья вишни. Листья дуба. Тоже кину парочку штучек. Вот у меня есть тут даже желуди. Кину даже желудь сюда. Укроп. Эстрагон. Тархун. Его много не надо, он очень яркий. И все. И забрасываем туда огурцы. Тут мне многие пишут, что проще все это дело сделать в большой вот такой емкости. Засолить там и после разложить по банкам. Но если вам удобно, делайте так. Мне лично неудобно, потому что смотрите, вот вся эта мелочевка, она здесь на дне. Когда это все перебродит, ее будет просто легче промывать. Потому что огурцы будут верхним слоем стоять, они не дадут выхода вот этой всей мелочевки, чтобы оно слилось там в унитаз. Если вы сделаете это там, то все вот это будет там на дне. Это все будет мокрое болото. Вам придется сначала выбрать оттуда огурцы, промыть их. Потом придется выбирать всю эту зелень, через сито как-то вытаскивать, промывать и потом равномерно раскладывать еще по банкам. На мой взгляд, это займет намного больше времени. Хотите так делать, делайте. Но для меня лично вот этот способ более рациональный. Разложить это все в каждую баночку. Ну и все, я тут сильно не стараюсь, не раскладываю их специально, прям чтобы они один в один шли, потому что у меня рука в банку не пролазит. А так вот трушу и как получится. Можно еще чуть-чуть там укропа кинуть. Потому что вот для огурцов укроп и чеснок это практически самая важная деталь. Ну вот можно в бок там какой-нибудь красивый листик вставить. В общем, этот рецепт настолько простой, настолько он, в общем-то, подойдет кому угодно, и кто давно занимается консервированием, и кто только начал. Главное все делать правильно. И еще главное выбрать правильные огурцы. Потому что весь успех этого рецепта это именно огурцы. Если вы возьмете какие-то перекормленные там или салатные, или еще какие-нибудь, они могут развалиться, они превращаются в кашу. Я один раз нарвался, взял в супермаркете, думал попробую. У меня они развалились, все прям в кашу распались. Вот в этом месте я беру уже несколько лет, и у меня никогда такого не бывает. Теперь под самое горло заливаем все банки. Банку я заливаю под самое горло, потом теми же крышками, которыми я буду закатывать ее. Я просто сверху накрываю и ставлю кваситься. Обязательно огурцы надо ставить на какой-нибудь поддон, потому что они начнут бродить и начнет все выливаться с них. Ну вот так все быстро и просто. На раскладку времени ушло минут 20, может 30. Теперь мы ждем, пока огурцы сквасятся. И вот здесь очень многие делают большую ошибку. Начинают отсчет от заливки рассолом. Отсчет времени нужно начинать от начала сквашивания, когда огурцы забродят. Начнут появляться пузырьки. И вот от этого момента нужно примерно отсчитывать 4, 5, 6 дней. В зависимости от температуры воздуха, от воды, от самих огурцов. Но в среднем около 5 дней.
лучше пусть они перестоят, чем они недостоят. Потому что если они у вас не добродят, то после закрытия они начинают дуть крышки, срывать, и все начинают жаловаться, что у них все сорвало. Это только ваша ошибка. Вы неправильно учли время, когда брожение закончилось. На следующие сутки после заливки огурцов рассолом началось брожение. Но следует еще учитывать, что сейчас у нас очень жарко. Температура около 30 градусов на кухне. Потому брожение начинается очень быстро. Вот, пошли пузырьки, помутнел рассол, и сверху образовывается пена. Вот это начало брожения. У кого-то оно может начаться через 3 дня, даже через 4 дня. Это нужно смотреть. Ну вот признаки начала брожения. Обязательно что-то подставляйте, потому что вот потихоньку рассол выдавливает через крышку и все стекает. И вот от этого дня нужно примерно отсчитывать 5 суток. В контейнере у меня залиты огурцы, которые я оставил на докладку в каждую банку. Потому что после окончания брожения все огурцы в банках немного присядут. После начала брожения огурцы простояли ровно 5 дней. Вот так все выглядит. Рассол немного вытек. Плесень кое-где вот по краешкам появилась. Но это не страшно. Вот тут у меня еще один инспектор появился. Вот. А так все идет хорошо. Интенсивно огурцы бродили примерно 2-3 суток. Когда было видно, что они бродят. Тогда был мутный рассол. И тогда хорошо шли пузырьки от огурцов. Потом это все закончилось. И я еще подождал примерно 2 суток. Начало брожения и время брожения зависит от нескольких факторов. В первую очередь от температуры. Чем теплее в комнате, тем огурцы быстрее начинают бродить и быстрее перебраживают. По банкам сразу видно, что брожение уже практически закончилось. Тут вот какие-то пузырьки остались, но уже вот на огурцах виден такой слой отмерших бактерий молочно-кислых. И очистился рассол. Он уже совершенно чистый. И теперь мы переходим к заключительному этапу. Будем закатывать огурцы на зиму. Вот у меня здесь специально я оставлял огурцы, чтобы докладывать в банку. Вот они. Здесь немного плесени появилось, но это не страшно. Любой живой процесс брожения сопровождается плесенью. Ну вот так выглядят банки. Вот внизу сразу видно вот этот вот налет бактерий. Нам его нужно сейчас хорошо выполоскать. Этот рассол мы сейчас сливаем. Он в любом случае очень пересолен. Если хотите, можете его слить куда-нибудь отдельно в кастрюлю, перекипятить, закатать и после использовать там в рассольнике. Или в принципе в нем тоже можно что-то еще солить. Такое делать малосольные огурцы или помидоры. Крышки я буду использовать те же самые, которыми были накрыты банки. Я просто их помою и все. Закатывать буду ими. Ну теперь я этот рассол сливаю. У меня есть вот такие крышки специальные. Но мне удобнее через пальцы это делать. Потому что пальцами очень легко регулировать сам процесс. Можно раздвинуть немножко и быстрее польется. Если что-то мелкое попадается, всегда пальцы можно сжать. Потому что с крышкой, на мой взгляд, это все дольше происходит. И еще почему я вот не кладу сюда перец горошком. Потому что вот при сливе, при вот этой промывке мы его весь сольем в канализацию. Я его поэтому сюда не кладу. Вот прям видно, вот он осадок. Это все молочно-кислые бактерии. Мы их сейчас промываем.
Промываем обычной водой с крана. У нас в водопроводе вполне нормальная вода течет, питьевая. Хлоркой она не воняет. Поэтому я промываю и закатываю именно этой водой. Если у кого-то вода плохая, берите любую питьевую, какая вам нравится. Чем мы его лучше промоем, тем меньше вероятность, что процесс брожения возобновится. Совершенно чистое дно, и этого будет достаточно. Сейчас я их сразу доложу. Вот эти огурчики. Ничего не раскисло. Вот эти огурцы совершенно нормальные, хрустящие, хорошие, крепкие. Разваливаются они, скорее всего, из-за неподходящих сортов, из-за каких-нибудь салатных. Ну и теперь берем банку, небольшой струйкой наливаем под самый верх, чтобы меньше было пузырьков воздуха. Наливаем чистой водой. Никакой соли сюда, ни аспирина, никакой другой химии добавлять не надо. Наливаем вот так вот под самый верх, чтобы было прям с горочкой. Вот я сейчас возьму кружкой, долью, еще прям с горочкой сделаю. Нужно, чтобы как можно меньше оставалось воздуха под крышкой. Ну и все. Той же самой крышкой аккуратно накрываю и закатываю. Вот и все. Банка с огурцами на зиму готова. Эти огурцы прекрасно закрываются вот такими винтовыми крышками. Еще некоторые спрашивают, можно ли закрывать пластиковыми крышками. Вот такими крышками, вот такими мягкими, нельзя. Можно вот такими вот крышками, которые сажаются на горячую. Они сделаны из толстого пластика. И перед закрыванием их нужно разогревать в кипятке. Вот я специально сейчас для примера, для пробы закрою одну банку вот такой крышкой. Доливаем еще немножко, чтобы появилась горка. И вот у меня здесь кипящая вода. Отправляем сюда крышку, которая закрывается именно по такой технологии. Ее нужно секунд 10-15 разогреть в кипятке. Вот и все. И аккуратненько сразу закрываем. Вот и все. Вот одну банку я сделаю на пробу, именно вот такой вариант. У кого есть погреб, я думаю, вообще без проблем можно закрывать такими крышками постоянно. Но кто будет хранить огурцы в обычных городских кладовках при комнатной температуре, то лучше все-таки закрывать вот такими крышками. Или винтовыми. Ну вот смотрите, вытащил первый попавшийся огурчик. Он плотный, хороший и хрустит. Ну вот, друзья, с 16 килограмм огурцов получилось 9 трехлитровых банок. И я все-таки решил себе оставить рассол. Буду из него делать горчицу. Он хоть и пересолен, но он очень ароматный, с кислинкой, вкусный. Поэтому вот я себе специально оставил. Весь процесс промывки и закатки занял примерно 45 минут. Поэтому вот на все уходит очень мало времени. Теперь мы эти огурцы отставляем опять для наблюдения примерно на неделю. Смотрим. Если крышки остаются такими же, через неделю убираем на хранение. Если крышки немного поддувает, не обращайте на это внимания. Понаблюдайте еще и можете тоже убирать на хранение. Потому что в банках еще продолжаются живые процессы.
там может еще быть небольшое брожение и выделяется углекислый газ, и он может поддуть немного крышки. Если крышки сорвало или надулись они очень сильно, что видно вот-вот сорвет, тогда вы их открываете. Точно так же доливаете с кружечки немножко воды, чтобы была горка, и заново закатываете. Промывать это все очередной раз не надо. Вот так сделайте, и они у вас будут стоять долго и могут стоять несколько лет при комнатной температуре. Ну вот, друзья, банки с огурцами простояли в закрытом состоянии более 3 суток. Весь рассол чистый совершенно. Ничего не мутнеет. Крышки тоже не повздувались. Это говорит о том, что огурцы полностью перебродили. Не все могут определить начало брожения, потому что разная температура, разные огурцы, вода может быть разная. В общем, факторов много. Потому я всем сейчас советую после начала брожения огурцы держать 5 дней, минимум 5 дней. Тогда, скорее всего, с огурцами проблем уже не будет. И крышки не будут дуться. И, в общем, они будут иметь вот такой вид. И еще учитывайте, чем в помещении холоднее, где стоят на брожении огурцы, тем само брожение может позже начаться и продолжаться дольше. Поэтому наблюдайте. Лучше поставьте куда-нибудь в теплое место, но не на солнце. Ну и, в общем, после закрытия банок за огурцами нужно понаблюдать примерно еще неделю. И после можно убирать на хранение в кладовку или в погреб, куда угодно. Эти огурцы будут спокойно стоять при комнатной температуре.